Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню. Спасибо, что в этот раз вы ко мне заглянули. На моей кухне, вы знаете, мы готовим все быстро, очень просто, бюджетно и, главное, полезно. Мы делаем с вами только полезные рецепты. Дорогие мои друзья, сегодня мы с вами сделаем кабачковый рулет с мясом. Я очень и очень люблю кабачки. И очень стараюсь каждое лето вырастить кабачки у нас в саду, в нашем огороде. Но почему-то не всегда у меня, к сожалению, получается, потому что в Дании, знаете, страна скандинавская, здесь такой климат, много дождей и очень много, к сожалению, животных, которые приходят к нам в огород и сжирают наши любимые кабачки. Ну да ладно. Я люблю кабачки. И вот сегодня я вам предлагаю сделать этот рулет, который будет очень быстрым, вкусным, красивым, нарядным и полезным. И этот рулет можно будет подавать как к праздничному столу, так и на каждый день. Ну что, я вас заинтриговала? Тогда идемте готовить наше блюдо. Для того, чтобы приготовить наше блюдо, нам сегодня с вами понадобится из орудия труда большая сковородка, противень, который я уже застелила пергаментной бумагой, лопатка, еще одна силиконовая лопатка, ложка, маленькое полотенце. И из продуктов питания 2 кабачка, которые я уже натерла и отжала. Вот они у меня так выглядят, видите. 400 грамм фарша. Фарш может быть совершенно любым, который вы любите. 4 яйца, 150 грамм твердого сыра, 250 грамм сыра творожного. У меня сегодня с какими-то специями, с добавками. Также пучок петрушки и 1 большая луковица, которую вот так вот порезала. Специи на свое усмотрение. Вот у меня какой-то микс, видите, с карри. Также здесь тоже разные пряности с копченостями. Вот, немножечко, видите, она немножко тоже такая солоноватая. Соли чуть-чуть у меня и чили, порошок чили. Вот такой вот набор продуктов нам сегодня с вами будет нужен для того, чтобы приготовить наш великолепный и очень-очень полезный, вкусный рулет с мяском из кабачка. Видите, все как хорошо выглядит. Ну, а теперь начинаем готовить. Приступаем к изготовлению нашего коржа. Для этого мы с вами должны сделать тесто. То есть основой для теста, вы знаете, у нас будет тертый кабачок, который я уже отжала. Видите, он вот такой вот сухой и великолепно выглядит. И сейчас к нему будем добавлять следующие ингредиенты: 4 яйца, тертый сыр, немножко соли и специи. Я добавила чили. Теперь вот смесь у меня такая. Я аккуратненько добавляю, не все, для того, чтобы не пересолить. И все это мы должны сейчас хорошенько вымешать. Аккуратненько так, чтобы все компоненты, все ингредиенты вошли во взаимодействие. Хорошо вымешиваем. Здесь нужно набраться терпения на пару минуточек. Вот так вот все вымешиваем. Обязательно попробуйте на соль, потому как лучше не досолить и потом добавить какую-либо специю, в которой уже имеется соль, как вот в моей входит, да, чем пересолить и, ну, зачем такое нужно делать? Нет, мы лучше так вот не досолим, а потом попробуем. И если будет необходимость добавить, то мы добавим какую-нибудь пряность, в которую уже входит соль. Вот таким получилось наше тесто. Видите, оно жидковатое, но не бойтесь, оно именно таким и должно у нас с вами быть. Теперь мы все отставляем, достаем противень с пергаментной бумагой и будем делать наш корж. Сейчас мы должны с вами вспрыснуть пергаментную бумагу растительным маслом. Если у вас нет такой штучки, то можете просто-напросто кисточкой смазать пергаментную бумагу, чтобы у нас ничего не пригорело. И теперь выливаем наше тесто. Вот оно такое жидкое у нас получилось. Но, повторюсь, все так и должно быть. Теперь распределяем его лопаткой по всему противню.
в виде такого вот прямоугольного коржа. Вот так вот распределяем по уголкам, потому что из этого именно коржа мы с вами будем делать наш вкусный рулет. Видите, как он прекрасно выглядит? Такой прям золотистый, красивый, но он будет у нас еще более румяный и чудесный после того, как мы его спечем в нашей духовке. Ну, где-то 20-30 минут при температуре 180 градусов мы его будем сейчас с вами выпекать. Смотрите, опять же, по своей духовке. У меня на это уйдет 20-25 минут. Пока выпекается корж, мы с вами не будем терять времени зря и обжарим наш лук вместе с фаршем. Пусть лучок немножко подрумянится, и потом мы к нему добавим куриный фарш. Лук уже немножечко обжарился, видите, какой он поменял немножко цвет даже. И самое время отправить наш фарш в эту дружную компанию. Так, и чуть-чуть прекратившись, мы дадим специи. Чили. Немножко, чтобы не переборщить. Чеснок. И тоже смесь специй. Я всегда люблю куриный фарш именно с добавлением каких-либо специй, потому что мне кажется, что куриный фарш какой-то более пресный, что ли. Но это, опять же, на ваше усмотрение, дорогие мои. Все по вашему желанию, по вашему вкусу. Доводим нашу будущую начинку до готовности. Иногда помешивая. Все, дорогие мои, наша начинка уже готова. И теперь мы ее должны переложить в миску для того, чтобы она остыла перед тем, как мы ее будем накладывать в наш рулетик. Обязательно, такой небольшой нюанс, обратите внимание на то, чтобы жидкость из фарша выпарилась, потому что фарш должен быть таким, видите, относительно сухим, чтобы наш рулетик был вкусненьким и он не тек. Ну что, подождем минут 10, пока наш фарш остынет, и будем собирать наш волшебный рулет. Вот такой у нас с вами получился корж. Смотрите, какой он мягенький. Очень и очень легко отходит от пергаментной бумаги. И он уже у нас остыл. И сейчас самое время собирать наш рулет. Я обожаю такие моменты, которые превращаются в волшебство. Первым слоем я хочу выложить вот этот пикантный сыр, творожный, да, который с разными специями, очень хорошо пахнет, и он даст именно ту самую пикантность, которой этот творожный сыр и называется пикантный. Так, и он будет такой являться прослоечкой у нас. Аккуратненько распределяем по всему коржу. Пахнет у нас так хорошо, все так красиво. Будет сейчас вот-вот. Так, по краюшкам. И вот здесь все у нас чудесно. Как раз эти 200 грамм творожного сыра и ушли на наш корж. Теперь выкладываем следующим слоем наш куриный фарш, который я тоже добавила специи. Вы видели, там и чили, и чесночок был. Вот я беру прям сразу же этой лопаткой, ничего страшного, потому что на ней немножко есть этого же творожного сыра, и он никак не помешает. Распределяем по всему коржу остатки нашего фарша. Дальше выпекать мы ничего не будем, потому как, сами видите, корж готов, куриный фарш обжарился, и все уже как бы готово.
Так, теперь мы еще раз аккуратненько все это распределяем. Теперь я предлагаю немножечко присыпать наш рулет свеженькой петрушкой, которую я сорвала у нас в саду. Очень приятно, что даже зимой, ну хотя у нас не такая морозная зима, но тем не менее, петрушка выживает. Вот такие дела. Вот так вот мы сделаем. Она тоже придаст такой цвет нашему рулету. Ну и теперь мы будем аккуратненько сворачивать наш рулетик с помощью, опять же, пергаментной бумажки. Достаем. И уже с помощью чистых рук вуаля! И вот наш рулет готов. Теперь я его аккуратненько переложу на блюдо и покажу вам его во всей красе. Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Какой он нарядный. Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Какой он нарядный, красивый, румяный. А в разрезе будет еще лучше смотреться. Ну а какой он вкусный, не передать словами. Смотрите, какой у нас красивый с вами рулет получился. Вот, сейчас я его покажу в разрезе. Аккуратненько так держу его и отрежу кусочек. Так вот, смотрите, какой он у нас, как он у нас выглядит. Видите, прекрасно режется. Вот, еще один кусочек отрежем. Та-дам! Ну и до скорой встречи на моей любимой кухне, где я вам расскажу о всех полезностях нашего сегодняшнего блюда. Посмотрите, что у нас с вами получилось. Ну разве это не красота? Ну вот посмотрите, вот посмотрите, вот посмотрите, как все хорошо выглядит в разрезе. Я, конечно же, покажу обязательно фотографию, как у нас все это получилось. И с вашего позволения я поставлю это блюдо, потому что оно тяжеленное. Вы видели, да, как все просто делается, как все быстро делается, и какое оно все легкое и по калорийности, и по приготовлению, по способу приготовления. И главное, что посмотрите, какая красота. Вот такой вот рулетик можно подать совершенно легко к праздничному столу. Этот рулет можно кушать как горячим, так и холодным. Его можно брать на перекус. Он очень удобен, как бы, когда вы его даже держите вот в руке, где-то перекусываете, да. То есть великолепный рецепт. И главное, он очень-очень тоже дешевый, да. Что у нас здесь? 2 кабачка или 1 большой. Это не во всех странах, кроме Дании. Все это дешево. 400 грамм фарша куриного или какой у вас есть под рукой. Тоже все это не так дорого, я надеюсь, у вас в странах. Но главное, что легко и вкусно, и красиво. Дети любят такие рецепты тоже. Я знаю по своим внучкам. Они тоже всегда заинтересованы в чем-то там. Ой, какое хорошенькое. Начинают там по чуть-чуть кушать и получают удовольствие. Главное, все белки, жиры и углеводы у нас в этом рецепте также есть. Так что, дорогие мои, пожалуйста, не ленитесь, умоляю вас, готовьте. По моим рецептам все это происходит быстро. Когда вы смотрите видео, может быть, это как бы затяжной процесс, но рецепт всегда у меня под видео на русском и на английском языках. Чтобы не слушать мою болтовню, вы можете перейти туда и сразу же приготовить этот рецепт. Да? И экспериментируйте, делайте ваш рацион таким, знаете, разнообразным, чтобы вы получали удовольствие от еды. Ну, конечно же, нужно помнить, что нужно есть, и мы живем не для того, чтобы есть, а едим, чтобы жить. Так что, мои дорогие, спасибо, что сегодня были тоже со мной. Спасибо, что вас у меня становится все больше и больше. Я вас всех очень и очень люблю. И до новых встреч, до новых интересных, простых и дешевых рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока.
Thank you.